Всем привет! Имеется у меня вот такой вот гайковерт от компании ENZT. Называется он Чинт. Почему Чинт? Скорее всего, вот этот вот гайковерт, они его продают у себя в Китае. А для других стран они продают вот с такой вот наклеечкой ENZT. Вот. Заказывал я его, получается, на сайте AliExpress. Стоимость его обошлась мне в 5100 рублей. Примерно где-то так. Плюс продавец мне сделал скидку. Я еще пообщался с ним. Он мне сделал, короче, скидочку. Итак, хороший, маленький, мощный гайковерт с резиновыми вот такими вот вставочками. Ручка прорезиненная. Тыльная сторона тоже прорезиненная. Если, допустим, куда-то будете подлезать и ударяться тыльной стороной гайковерта, то будет он ударяться резиновой вот этой вот вставочкой. Имеется переключатель влево-вправо и плюс блокировка, чтобы, нажимая на, получается, кнопку, у вас он не крутился влево-вправо. Вот. Так, далее, что имеется по характеристикам данного гайковерта? У данного гайковерта имеются характеристики. От 0 до 2200 оборотов это обороты с нагрузкой. От 0 до 3500 оборотов в минуту это без нагрузки. И мощность 600 ньютон на метр силы. Далее. Корпус закреплен на 12 винтов. Не люфтит. Все нормально. Голова вот эта вот алюминиевая. 1/2 посадочное место под головки металлическое. Имеется с технологическим отверстием для штифта, чтобы когда подсаживаете головку, она у вас не вылетала и держалась крепко. Вот. Аккумуляторы 6 ампер-часов, ENZT, литий-ионные аккумуляторы 20 вольт. Так, далее, как управлять данным гайковертом? Чтобы нам увидеть заряд батареи, плюс сделать максимальный крутящий момент, минимальный крутящий момент и поставить его на срыв гаек, нужно вначале нажать на кнопочку. Сразу загорается светодиод. Светодиод мощный такой, нормальный, светит хорошо. Чтобы нам отрегулировать крутящий момент максимальный и минимальный, нужно его переключить. Получается реверс по часовой стрелке. По часовой стрелке на закручивание. И нажимая на кнопку, мы можем отрегулировать максимальный крутящий момент и минимальный крутящий момент. То есть нажимаем на кнопку, потом вот здесь вот кнопочкой верхний максимальный крутящий момент. Опять же нажимаем и минимальный крутящий момент затягивания. То есть нажали максимальный, минимальный, максимальный, минимальный. Также он сразу же показывает заряд батареи. Также, чтобы, если, допустим, вы в грязь или в какую-либо плохую погоду, либо где-то на какой-то местности начали откручивать свои болты от колес, чтобы они у вас не открутились сильно и не выпали в грязь, то получается нажимаем на кнопочку и переключаем на вот этот, получается, момент откручивания, но не полного откручивания, а только для срыва гаек. То есть переключаем. Переключили мы наш гайковерт, чтобы он крутил противоположную сторону, против часовой стрелки. И чтобы нам сорвать гайки, нам нужно нажать на кнопочку и выбрать режим срыв гаек. Все. Мы поставили на режим срыв гаек. Все стоит, все нормально. Все. То есть вот, нажимаю я на кнопку.
И у меня показывает заряд батареи, и крайняя лампочка загорелась, нижняя, то есть на срыв гаек. Когда мы нажимаем на нашу, получается, на кнопку нажимаем, он у нас не полностью крутит, а только срывает гайки. Смотрите. Раз. Раз. И он будет тарахтеть до той степени, пока не сорвет гайку. Как только он срывает гайку, он останавливается. А потом можете уже докрутить. Видите? Сам остановился. Вот. Сейчас мы его протестируем на колесах. Итак, чтобы нам открутить колесо, у всех имеется вот такой вот набор со всеми разными головками, со всеми. Но я заказал еще другие головки, специальные хроммолибденовые удлиненные головки для ремонта автомобиля. 16, 17 размер, 18, 19, 24, 30, 21. Вот такие вот удлиненные хроммолибденовые головки заказал. Еще есть такие же головки, но с тефлоновым покрытием. Если у вас литые диски очень дорогие, прям вы их бережете, там 1050-60 литье, есть вот такие вот с тефлоновым покрытием. Звук хроммолибденовых головок. Вот такой вот звонкий. И, конечно же, у вас имеется вот такой вот за 1000-1200 рублей домкрат. Вот здесь вот есть, так скажем, головка под 17. Чтобы поднять автомобиль, мы ставим данный домкрат и можем гайковертом, чтобы не крутить вот этим вот кривым ключом, мы можем поднять наш автомобиль. Итак, пробуем его поднять. Без усилий, не напрягаясь, можно легко поднять данный наш автомобиль. Вот так вот легко и быстро мы вывесили колесо данным этим домкратом с помощью гайковерта. Теперь, чтобы нам открутить данный болт, мы, как в начале было сказано, программируем на срыв гайки. То есть вначале переключаем переключатель противоположное, откручивающее положение против часовой стрелки. И уже ставим кнопочку на срыв болта. То есть он будет срывать до тех пор, пока не почувствует самое минимальное усилие. Итак, срываем, ставим и с легкостью срываем. Все, он остановился. Следующий. Все, он остановился. Все, дальше не крутит. Теперь закрутить. Теперь закручиваем. Все, закрутили колесо, поменяли колесо. У вас это займет, если менять, допустим, с летних на зимние колеса, с зимних на летних, займет буквально, минуты, не напрягаясь, одно колесо, без всяких усилий, без всяких вот этих вот ключей. Как-то так, нормально. С этим он справился. Я думаю, и с мелким ремонтом для автомобиля данный гайковерт справится. Почему бы и нет? Это я на минимальный сейчас поставил.
Как-то так. И теперь спускаем наше колесо. Вот и все. Для мелкого ремонта, смена колес, может быть даже и для крупного ремонта автомобилей, данный гайковерт справляется, но нужны хроммолибденовые головки. А вот такой инструмент. Что я могу сказать про такой инструмент? Что-то подкрутить, докрутить для дома, да, сойдет. Хроммолибденовый в 2 раза толще металл, чем вот у этих. Можете даже посмотреть. Поэтому нужны ударные головки для гайковерта. Вот. Ударные головки для гайковерта. А это так, что-то подкрутить, закрутить, в принципе, сойдет. Так, теперь давайте-ка позакручиваем саморезики. Тут нашел я вот, у меня в сарайчике лежали небольшие саморезики. И давайте-ка их повкручиваем вот в данное дерево. Дерево у нас такой вот кусок бревна. Я думаю, засверлит. Пока начнем с малого. Даже не напрягаясь. Сверлим другой. Такой же. О, чуть-чуть трещать начал. Теперь подлиннее саморезик. Давайте-ка его здесь. Давайте-ка. Ну, даже, как говорится, такие саморезы, сотки, 120-ки. Ну, как семечки для него. Я думаю, с саморезами справится гайковерт на ура. Давайте-ка покрутим винты. Самые такие мощные винты. Сейчас поменяем головку. И будем вкручивать винты. Так, подобрал я тут винты. То есть получается, один винт будет под 17-ю головку, а другой винт будет у меня под 19-ю головку. Итак, для начала вкрутим вот такой вот винтик, сотка, вот в данное дерево. Итак, пошли вкручивать. Ну и давайте открутим. Ну, короче, так себе. Справился нормально. Обалденно. Меняем головку, 19-ю ставим. Чуть-чуть вылетает. Вот для этого и нужен шплинт, чтобы не вылетала головка. И у меня имеется вот такой вот 200-й здоровенный болтяра. Сейчас мы его вгоним в данное дерево. Дерево у нас вяз. Будем его вгонять, вот этот вот винт, вот этим вот гайковертом. Итак, погнали. Вогнали.
Так, давайте его теперь открутим. Никаких проблем. Ха, вогнали. Вот так вот. Так что, что я могу сказать? Для ремонта автомобиля данный гайковерт сойдет на твердую четверку. Может, какие-то болты, может, и не открутит. Для того, чтобы просаморезить саморезы от 100 до 120, 150 саморезы, справиться в легкую. Для того, чтобы вогнать вот такие вот винты для строительства, предположим, стропильной системы, деревянных конструкций, навесов, будет на ура. За 5000 рублей-то. Где вы такой найдете? Вот. Ну, плюс аккумуляторы, потому что я тоже заказывал только тушку данного гайковерта. 5000 рублей он мне обошелся. 5100. Вот. Ну, что могу сказать? Гайковерт хороший, нормальный. В деле вы его сейчас увидели, как он на самом деле работает. Вот такие вот винтики по сравнению с этим. Видите, да? Ха! Ни о чем. Справляется на ура. Так. Вот здесь вот. Сейчас я вам покажу. Вот так вот лучше. Имеется в виду, вот здесь вот есть технологическое отверстие. Можно шплинт сюда поставить, резиночка. Это на сайте Алиэкспресс имеется там такие. Когда будете заказывать, предположим, вот такой вот переходничок, вот вкручивание саморезов. Вот такой вот он. Я взял в данный момент с набора. Вот такой вот у меня был переходничок. Сюда вставил вот такую вот съемную биту. Ну, это в наборе в таком. А на сайте Алиэкспресс уже продается. Уже продается под стандартные биты шестерочные. Вот, которые там. Это здесь бита восьмерка где-то, наверное. Нестандартная она. Вот. Как-то так. Что могу еще добавить? Да больше ничего не могу добавить. Какие-то закисшие десятилетние гайки, может быть, открутят, а может быть и не открутят. Ну, не каждый, даже самый профессиональный, может справиться с закисшей гайкой. А так, нормально. В самый раз. Заявленные 600 ньютон на метр силу, блин, не знаю, проверить не могу. Но вот затянутые гайки, вот эти вот я затягивал гайки на автомобиле. Прям вообще с дури прям я их затягивал. А он нормально, короче, действует. Выбор за вами, смотрите сами, нужен ли он вам для дома. Кому интересно внутренности данного гайковерта, мы их сейчас попозже разберем. Итак, чтобы долго видео не затягивать, раскрутил я все винтики. И давайте его вскроем, данный гайковерт. Что у него внутри в этом гайковерте. Всем же интересно. Ну и мне тоже интересненько. Так, как он вскрывается? Вроде я все винтики открутил. Так. Ну-ка, хорошенечко. Опа! Крышечка открылась. Вот такая вот она крышечка. Что же здесь мы видим? Здесь мы видим кнопочку. Включение, отключение, реверс кнопка, сам электродвигатель. Плюс получается, сейчас мы достанем электродвигатель.
И достанем вот эту вот алюминиевую болванку, такую здоровую. Сейчас я ее попробую достать, извлечь. Так, вроде бы вот это вот снимем. Опа, чтобы так сильно нам не мешалось. А, вот, все, понял. Короче, извлекаем болвашку. Вот эту вот большую. Вот, видите, с электродвигателем. Видно вам, да? Вот. Теперь снимаем аккуратненько. Все в смазке. Обалдеть, смотрите. Все смазано, промазано. Вообще полный капец. Самый такой механизм. Сейчас я вам покажу механизм внутренний. Так, достаем. Вот он. Сам механизм. Все смазано. Вот это вот крутящая такая 1/2, где насаживаются головки. Вот он. Там внутри тоже все смазано. Так, все смазано. Ну, обалденненько, короче. Так, дальше. Сейчас мы вот это вот положим. Так, пока стоит. Так, теперь вот здесь вот болвашку. Смотрите. Опа! Открылась. Здесь получается вот электродвигатель. Здесь вот получается большая здоровая шестеренка. И в нее крепится сам вот этот вот механизм. Все смазано так вообще прям капец как смазано. Обалденно. Так. Что же здесь? Здесь вот такой вот механизм болванки. Я вам сейчас вот покажу. Вот он. Механизм такой вот мощный, массивный тут. То есть получается вот он крутит и ду-ду-ду-ду-ду-ду стучит. Вот здесь вот зубчики, шестеренки. Тут он проволока. А, пружина такая, смотрите, толстая. Где-то миллиметров 5-6 пружина. Толстая пружина. Вообще прям обалденные шестеренки. Ну тут качество, да. Качество есть. Смазка присутствует. Я уже весь в смазке. Короче, вот так вот. Нормальный, хороший гайковерт для бытовых нужд. Сейчас я его соберу обратно. А то весь уже в мазульках. Весь уже, блин, прям капец. Подождите секунду. Начнем собирать. Так, собрал я его обратно. Не стал я его, короче, дальше разбирать. Он весь в смазке, нормальный, обалденный, хороший смазанный гайковертик. Короче, сейчас его соберем обратно. И будем дальше им пользоваться. Вот такие вот внутренности в данном гайковерте. Вот. Двигатель, вентилятор, подшипник. Здесь получается алюминиевый корпус, металлическая вот эта вот надставка. Внутри там получается мощная такая металлическая болванка. Пружина такая мощная, такая обалденная. Шестеренки мощные. Короче, все здесь мощное, обалденное, офигенное. Собираем, короче, обратно. Вот. Вроде правильно я его посадочное место поставил. Нормально. Короче, собираем. Так, ребята, гайковерт успешно собран. В рабочем состоянии. Все светит, все работает, крутит. Все нормально. Кому понравился обзор на данный гайковерт, на его небольшой такой, скажем, тест, на что он способен, скорее всего, он способен еще и на многое, пишем комментарии, что вы думаете по данному гайковерту. Ну а всем пока, до новых встреч, пишите комментарии, до свидания.